Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать о своем самодельном таком станке, так сказать, УПС, самодельный, значит, для снаряжения патронов. Значит, полный цикл раскапсулирования, капсулирования, обжатия и закрутка звездой. Между прочим, матрицы я сделал сам, то есть в магазине продаются, то есть готовые заводские матрицы, стоят они порядка 2000 рублей, там 1500, там разные, конечно, есть. Вот, значит, я решил их сделать сам, чтобы мой станочек был полностью самодельный, полностью сделанный моими руками. Значит, что хочу сказать по поводу того, что меня подтолкнуло на то, чтобы сделать этот станок. Значит, получил я несколько комментариев. У меня есть несколько видео на канале предыдущие, где я закручивал патроны. Значит, было пару комментариев, люди писали то, что я дурак, то, что я не умею, все я делаю неправильно. Вот, при том, что не подкрепляя это никакими больше мыслями своими, почему я это делаю неправильно, не знаю. Хотя мои патроны, в принципе, и стреляют нормально, и куча лучше, чем у заводского патрона. Вот. На что я, соответственно, стараюсь, конечно, не реагировать, но тут я задал логичный вопрос: а что такое, ты мне скажи в чем, покажи в чем, почему я дурак-то, почему я делаю неправильно-то. Человек просто брал, удалял комментарии и все, и таких было 2 или 3. Ладно, следующий будет писать, даже обращать внимания не буду. Вот, значит, поэтому думаю, наверное, не понравилось то, что я там капсуль, грубо говоря, там рукой вставлял, или там то, что донцы гильзы обжимал с помощью, скажем, молотка, да, не знаю, что там не понравилось, в общем, не понравилось. Вот, поэтому я решил сделать вот такую штуковину, значит, с полным циклом. Значит, давайте сейчас я более подробно остановлюсь на каждой детали, как я ее делал, из чего изготавливал и что мне для этого. Да, кстати, не имея в наличии ни токарного, ни фрезерного станка, были использованы только болгарка, дрель, сварка. И один единственный раз я вот здесь вот нарезал резьбу, мне понадобился мечик на 6 мм шагом 1,25. Вот, все, больше мне ничего не понадобилось. Поэтому давайте сейчас расскажу, покажу, что из чего состоит и как это все устроено. Итак, значит, вот такой вот вид. Не особо мы уделял время какой-то эстетике, потому что здесь вот есть вот такие вот места сварки, капли. Да, все на прихватках. Вот эти части, на которые нету никакой нагрузки, то есть это просто она центрирует здесь гильзу. Вот это центрирует гильзу. Вот. То есть никакой нагрузки там на них нету, поэтому можно и на прихватке. Значит так, основное, значит, площадка деревянная. Вот, понятно, немножко я здесь краешек вот так вот фрезером обработал чуть-чуть. Тоже, так сказать, для красоты, чтобы не было тут острых краев. Вот, значит, металлическая пластина толщиной, по-моему, около 6, наверное, или 7 или 8 миллиметров. Такая толстая. Верхняя пластина точно такая же. Вот, значит, к ней подводит вот этот вот вал. Это амортизатор был какой-то, не помню, передней стойки. Значит, сама направляющая, вот, она по ней вот таким вот образом ходит. Вот так вот. Вот. Да, нужно сюда мне поставить пружинку вот отсюда вот до сюда, тогда будет хорошо. Осталось доделать только пружинку. Так, ручка, вот такой вот вид. Сзади подварены 2 таких вот ушка, посередине через болтик вставлена вот такая тяга, и здесь, соответственно, вот такая вот ручка. Да, значит, здесь эти уши примерно посередине площадки, по краям находятся, чтобы, так сказать, равномерно распределить нагрузку потому что есть какие-то силовые, например, допустим, тот же самый, например, обжатие гильзы через кольцо, и, соответственно, снять эту гильзу с этого кольца. Вот, поэтому решено было сделать так. Значит, пойдем по элементам. Значит, вот видно, они у меня все съемные, все гаечка на 6, гаечка на 10 и так далее, да, то есть все съемные, все эти верхние части, они все снимаются, и можно переделать под какой-нибудь любой другой калибр. Да, кстати, в ближайшее время я обзаведусь еще одним калибром, скорее всего это будет 28-й, вот, поэтому все вот эти вот
детали будут переделываться еще и под 28 калибр. Так, значит, первое это у нас декапсулятор. Декапсулятор, здесь у нас вот такая вот шайбочка подварена. Вот сюда вот мы до конца открылся. Вот так вот подварена шайбочка. Здесь она у нас ровненько стоит. Здесь у нас я взял какую-то направляющую, но пока это болт был. Вот. Подварил к нему вот такой вот стержнек. Он идет на 5 миллиметров, и соответственно декапсулируем. Там сделано отверстие. Вот, правда, в дереве еще не сделано, но в ближайшее время сделаю в дереве, чтобы капсульки туда у нас вниз падали. Вот, там подставляешь какой-нибудь лоток, вот, и капсульки туда старые, использованные, вываливаются. Значит, это было декапсулирование. Следующий этап — это идет у нас обжатие юбки. Обжатие юбки делается вот таким вот колечком. Одеваем его на гильзу, потому что после выстрела у нас распирает донце юбки. Вставляем сюда и вот так вот его туда просаживаем. Вот я ее туда просадил. Вот так. Да, гильз, к сожалению, старых нет, это гильза чадит, заводская. Значит, следующее, мы ее будем снимать с обжимочного кольца. Таким же образом, надо аккуратненько, потому что капсулька там уже стоит. Так. Все, обжимочное кольцо убираем в сторону. Юбка у нас обжата. Так, с этим все в принципе понятно. Давайте теперь расскажу, из чего же я все-таки делал эти матрицы для закрутки звездой. Очень долго думал и пришел к тому, что необходимо их изготовить самому. Вот. Немножко, конечно, колхозные они у меня получились на внешний вид, но вещь рабочая. Значит, взят был вот такой вот вал. В нем просверлено отверстие и нарезана резьба, для того, чтобы можно было прикрутить ее к верхней станине. Значит, дальше на этот вал я насадил вот такую вот трубку, прихватил ее прихватками от централов, соответственно. Вот. И вот там вот внутри вот она звезда. То есть вот этот вал — это и есть та самая звезда. То есть прямо на валу вот на этом сделал звезду. Вот такую шестиконечную. Высота каждого зуба 7 миллиметров. В середине засверлено отверстие. Неглубокое, миллиметров на 6. Вот. И дальше вовнутрь вставлена еще вот такая вот трубка. Тоже подгонял по диаметру. Вот я ее разрезал и подгонял, чтобы она туда с натягом зашла. И на этой трубке также нарезал под каждый зуб вот такой вот паз, чтобы они встали каждый в свое. Вот один только у меня не очень хорошо получился. Вот. Остальные все более-менее вроде ровно стоят. Вот, соответственно, сейчас вот этот диаметр ровно с гильзой. Гильза сюда плотненько встает и формирует домик. Значит, это была первая матрица, которая формирует домик. Теперь перейдем ко второй матрице, которая у нас закрывает, так сказать, домик. Точно так же, никакой эстетики. Взял болт на 10. Болт, ключик, по-моему, был, если я не ошибаюсь, то ли на 15, то ли на 14. Вот. Но болт был с пресс-шайбой. То есть, если вовнутрь заглянуть, видно вот там кромку, это пресс-шайба. Этот болт я зажал в дрель и болгаркой, так сказать, болгаро-фрезерным станком обработал его до диаметров необходимых. То есть самой шляпки взял гильзу заводскую закрытую, померил внутреннюю часть, вот эту вот, которая
от бортика до бортика. Соответственно, сделал такую же. Пресс-шайбу обточил под диаметр самой гильзы. Вот. И, соответственно, вовнутрь точно так же вставил еще одну втулку. Точнее, по-моему, у меня здесь, да, точнее, у меня здесь две втулки. Вот одна втулка у меня, получается, вот идет. Вот ее видно. И внутри еще вот медная вставлена. Вот такой вот сделал я. Ну, видите, никакой эстетики нету. Везде сварка. Ну, это ладно, покрасим и будет незаметно. Вот, значит, все это у меня дело закрывает. Делает мне вот такие вот. Здесь вот надо еще, конечно, подбирать, экспериментировать. То есть надо находить высоту, сколько нужно оставлять. Вот такие вот матрицы мы две получили. Значит, основная это звезда, вырезанная болгаркой. Дальше доработана напильником над филями. И вторая, которая уже закрывает эту звездочку. Вот. Ну давайте посмотрим, как это дело у меня все работает. Точнее, как они у меня закрывают патроны. Сейчас попробуем. У меня вот тут два, так сказать, патрончика уже есть. Полной дробью, да. Ну, нужно закрывать набитые патроны. Они пустые гильзы он закрывать не будет. Сейчас я прикручу все на место. Так, ну что, давайте посмотрим. Значит, вот набрал я в гильзу дроби. Оставил где-то миллиметров 7, наверное. Вот. Посмотрим, как она у нас будет закрывать. Поднимаем до конца. Камера трясется, извиняюсь. Ставим ее в нашу матрицу. В первую, так сказать, которая у нас формирует домик. Формируем домик. Так, не доформировали. Надо посильнее. Надо еще набить руку, конечно. Потому что ничего не знаешь. Первый раз делаешь, когда рука набьется, будешь уже знать усилия, с каким усилием бить. О! Вот такая вот. Вот такой вот домик она мне сформировала. Сейчас ставим во вторую матрицу. Вот такая вот звездочка у нас получается. Итак, ребят, вот на что способна моя самоделка. Делал я ее 3 вечера подряд, часа по 3, по 4, наверное. Вот, теперь процесс закрутки патронов облегчается. Осталось мелкие штрихи. Нужно поставить пружину центральную, которая будет возвращать в исходное положение. Нужно просверлить отверстие, чтобы капсульки вываливались. Вот, значит, и нужно ее покрасить. Покрашу, будет уже эстетический вид. Ну, это не сегодня, не завтра, а может быть вообще не покрашу, даже не знаю. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.